Привет, вы на канале GPI, и это Азбука недвижимости. Сегодня у нас буква И. И. Ипотека. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему именно вы должны взять ипотеку в Грузии. Первое, мы поговорим, что такое вообще ипотека. Потом мы поговорим о том, как устроена ипотека в Грузии, есть свои особенности. Затем мы поговорим, какие есть подводные камни при получении ипотечного кредита. И закончим историей клиента, которому мы помогли. Ну и в конце, лично от меня, пару лайфхаков, как сделать так, чтобы получить ипотечный кредит на 1-2% пункта ниже, чем у всех. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте побольше. А самое главное, звоните по контактам, указанным под видео, оставляйте ваши заявки и берите ипотечные кредиты на покупку недвижимости в Грузии. Ипотека – это залог недвижимости. То есть, если вы хотите купить недвижимость, но вам не хватает денег, возможно взять у банка кредит, он называется ипотечный кредит, отдать недвижимость, которую вы покупаете, в залог банку, и после этого долгие-долгие годы жить счастливо в квартире и выплачивать ипотечные платежи ежемесячные, но за свое жилье. На самом деле ипотека – это финансовый инструмент, который позволяет вам, первое, самое главное, это купить квартиру для жизни, то есть свое жилье. Для многих ипотека является единственным возможным вариантом приобрести жилье, когда нет всей суммы, а есть от 30% стоимости будущей вашей квартиры. Если вы инвестор, то ипотека для вас – это возможность использовать кредитное плечо для увеличения ваших инвестиций. Ну и третье, тоже немаловажно, на самом деле это не очень очевидно, но тем не менее, вот для меня лично это возможность зарабатывать на рынке недвижимости в целом. Дело в том, что если у вас процентная ставка по ипотеке ниже, чем рост стоимости недвижимости в год, то вы можете на этом еще и зарабатывать. Что это значит? Вы берете кредит под 10% годовых, а недвижимость в год растет на 15%. То есть ты купил сегодня, платишь банку 10% кредит, но ты купил квартиру сегодня там за $1 000 000, а завтра она у тебя стоит 1 150 000. То есть выросло на 15%. Такое мы видели не только в Грузии, но и в России я много раз такое видел. И многие рынки так показывают, иногда бывают такие вот всплески. Вот. Еще не стоит забывать, ипотека является одним из самых основных драйверов роста стоимости недвижимости. Значит, мы с вами разобрали. Первое – купить себе собственную квартиру. Второе – увеличить инвестиции. И третье – заработать на общем росте рынка недвижимости. Но это работает только в двух случаях. Первое – если вы покупаете квартиру и ваш ежемесячный платеж по ипотеке не превышает стоимость аренды сопоставимой квартиры. И второе, самое главное, недвижимость – это инвестиции в долгую. Поэтому не думайте, что с помощью ипотечного кредита можно быстро за год, за полтора заработать на перепродаже. Недвижимость и ипотека, в частности, это игра в долгую. Ипотечные кредиты выдаются там 10, 15, 20, а в некоторых странах даже до 30 лет. Стоит позвонить GPI и проконсультироваться с нами. Стоит ли, конкретно в вашем случае, брать ипотечный кредит. Обязательно звоните прямо сейчас по контактам, указанным ниже. Как же устроена ипотека в Грузии? На самом деле, ипотека в Грузии для меня, как она устроена в Грузии, для меня была полной откровенностью. Во-первых, тут есть разные условия для резидентов и для нерезидентов. Для резидентов, например, для граждан Грузии первый платеж снизили до, по-моему, 15 или даже 10%. Первоначальный взнос. Также для местных в долларах они не любят брать, берут, как правило, в ларе. А для резидентов есть выбор, либо брать в долларах, либо в ларе. И для резидентов повышенный первоначальный взнос. Сегодня наши клиенты получают ипотечные кредиты с первоначальным взносом 30% от оценочной стоимости. Если вы хотите уменьшить ваш первоначальный взнос с 30, например, до 20% или даже до 15%, это тоже возможно вместе с компанией GPI. Это подходит для людей, которые работают на международной компании и получают зарплату в белую. Тогда вы можете взять выписку со своего счета и показать в грузинский банк, что вот есть доходы, на такую карту они приходят регулярно. И, соответственно, можно тем самым понизить первоначальный взнос. Важно, чтобы доходы приходили именно в грузинский банк? Нет. Важно показать доходы. В целом, для наших клиентов мы доказывали другие доходы, не только зарплата. Например, аренда. Например, у кого-то есть, сдается официально там коммерческое помещение в аренду, например, договор зарегистрирован в юстиции там, или где-то еще. Или у вас есть квартира, вы можете подтвердить право собственности, можете показать, опять же, безналичные платежи, что вам приходит каждый месяц регулярный платеж. Банку что важно? Банку важно, чтобы вы платили. Банк за это зарабатывает. Он выдает тебе деньги и потом выпускает, как правило, выпускает закладную на эту квартиру. После этого продается закладная или закладывается дальше. Там используются уже другие финансовые инструменты банковские. Ну, в общем, он выдал тебе под 10, привлек вклады под 8. Вот, ты ему платишь, он выплачивает доходность по вкладам. Все.
Тут очень-очень-очень простая схема на самом деле. Вот. Почему есть, например, штрафы за досрочное погашение? Почему банки не любят это? Потому что банк, дав тебе кредит на 10 лет, он планирует свои доходы на 10 лет вперед. Поэтому, когда у него что-то меняется, да, ему это не очень нравится. Соответственно, во всех банках есть либо штрафы, либо ты должен за 30 дней уведомить, что ты будешь столько-то вносить. Либо вообще есть штрафы за досрочное погашение, потому что банк играет долгую, опять же, и рассчитывает свои доходы на много-много лет вперед. Коротко по блоку резюмирую. Значит, для нерезидентов сейчас стандартное условие – это 30% первоначальный взнос. Но мы можем его снизить, если вы сможете доказать свои регулярные доходы. Например, от зарплаты, от аренды или любые другие регулярные доходы. Итак, ставки. Там многие банки любят говорить там, от 6, там, от 5, от 0%. Я такое не люблю. Давайте говорить об опыте, который есть у нас. Я лично взял кредит в Базисбанке под 9% годовых, по 9,5, если быть точным. Значит, сегодня средняя температура по больнице в долларах это 9,5% в долларах США сроком на 10 лет. Если мы говорим о национальной валюте, если брать ипотечный кредит в ларе, если меня спрашивать, почему я взял в долларах, а не в ларе, например, мне удобнее в долларах. Почему? Потому что есть такое золотое правило. Вы должны брать ипотеку в той валюте, в которой вы получаете доход. Например, если вы зарабатываете в ларе, то ипотеку нужно брать в ларе, чтобы минимизировать разницу курсов валют в случае той или иной нестабильной ситуации. Вот, в моем случае мои доходы в долларах, потому что как мы зарабатываем? Мы зарабатываем комиссии от продажи или покупки недвижимости. Вся недвижимость номинирована здесь, в Грузии, в долларах. Соответственно, все расчеты в долларах за недвижимость. Соответственно, наши комиссии тоже в долларах. Поэтому я, чтобы снизить мои валютные риски, я решил, что мне выгоднее взять кредит в долларах. Сегодня ставка рефинансирования Центрального банка Грузии составляет 8% годовых. Это что означает? Значит, что банки Грузии могут кредитоваться у государства под 8% годовых. Соответственно, банк может взять под 8, значит, может выдать ипотеку под 10. Но банкам не интересно на 2% сидеть, они обычно стремятся там, к 4-5%. Если сегодня ставка рефинансирования 8, то адекватная ставка ипотечного кредита в ларе сегодня это 12% годовых. И завтра Нацбанк Грузии снизит ставку рефинансирования, соответственно, и ипотечные кредиты тоже пойдут вниз. Тоже имейте в это в виду. Заседание Нацбанка там, раз в квартал или раз в полугодие. Вот буквально недавно было заседание. Они оставили ставку на том же самом значении 8%. Антон, могут ли меняться эти проценты уже после того, как заключен договор? Всегда индивидуально. Надо читать кредитный договор. То есть иногда могут. Еще раз говорю, надо читать кредитный договор. То есть вы можете, смотрите, я гнался себе, мне нужна была ставка не фиксированная, а минимальная. Они говорят, да, сегодня мы можем выдать вам минимум по 9,5. Но у вас будет плавающая ставка, она может меняться раз в полгода, в зависимости от, там сложная формула, но смысл такой, сколько долларов в мире стоит, прибавляем 2% и вам выдаем. Грубо, сегодня банк привлекает доллары там на рынке, на внешнем там под 7, мне выдали по 9,5. Если они будут в мире привлекать под 8, мне тоже повысят ставку. Но такого не было ни разу, я уже плачу ипотеку второй год. Вообще, если говорить про мой личный опыт, я первую ипотеку взял в 2000... Сейчас буду врать, потому что было очень давно. Во-первых, давай так, я не помню себя без ипотеки. То есть у меня всегда есть ипотечный кредит. Всегда, абсолютно. Это у меня это регулярная история абсолютно. Первый кредит... Я закончил школу в 99-м, а институт в 2004-м. Ну вот, наверное, году в 2003-м, в 2004-м я первую ипотеку и взял. Потом я погасил ее, у меня родился ребенок в 2006-м. Я все жил в этой квартире. Потом я в 2008-м переехал в другую, мне ту закрыл, новую взял. В чем удобная ипотека? Вы смотрите, вы взяли ипотеку один раз, вы живете в квартире. Первое, ваша квартира все время дорожает. Ну, это априори, это недвижимость. На 2, 3, на 1, на 0,5, на 10, 15 или больше процентов дорожает каждый год. Это первое. Второе. В ипотеке есть такой нюанс, что вы берете кредит на долгое-долгое время, и у вас платеж, как правило, аннуитетный, значит одинаковый, не меняющийся на все это время. Но сегодня условно $1000. И $1000 через 10 лет это совершенно разные $1000. Поэтому, ну и вторая еще фишка, что вы платите условно $1000, если у вас платеж, вы первые месяцы платите $900 процентов и только $100 по погашению тела. И в конце кредита наоборот, вы последние несколько лет платите вот столько вот тела и вот столько вот процентов. Поэтому, когда берете ипотечный кредит, думайте хотя бы там лет на 5 вперед, стоит ли его гасить или не стоит, ну и так далее. Я обычно перекрываюсь. То есть я, например, там, первый мой кредит был на однокомнатную квартиру. Я был один. Вот, взял кредит. Там, квартира стоила 800 тысяч рублей. Я помню, как сейчас, 836.
Через 3 года я продал ее за 3 миллиона 200 тысяч. Тут же погасил кредит. У меня был ребенок, уже жена. Мы выбрали большую квартиру. Она стоила там типа 5 миллионов, наверное. Я не помню. Дальше я уже не помню, честно. Помню, что ипотека была 3 миллиона. Первая ипотека 500 тысяч была, потом я взял 3 миллиона сразу. Потому что платеж был 30 тысяч каждый месяц. И то есть постоянно, то есть ты вырастаешь из одной квартиры, идешь, покупаешь новую, эту закрываешь, берешь новую и так далее. И у тебя просто меняются платежи. С каждым годом, я помню, был 21 год, я понимал, что всю свою следующую жизнь, хоть первые там лет 20, я точно буду зарабатывать больше и больше с каждым месяцем. Это логично? Это в 60, наверное, лет буду меньше зарабатывать, чем сейчас. Ну так, я так планировал, и так все и получилось. Соответственно, я беру ипотеку, плачу там 10 тысяч рублей. Для меня 10 тысяч сегодня сложно, через полгода полегче, через год вообще легко, а через 2 года это вообще как коммуналка уже становится. Поэтому я всю жизнь использую ипотеку, это нормально. Если бы не было возможности ипотечного кредитования, я бы, наверное, квартиру купил не в 20 лет, первую, а, наверное, бы в 40. Ну, я так утрирую, конечно, но просто квартира — это очень капиталоемкая покупка. И, соответственно, клево, что есть такой инструмент, который позволяет практически любому работающему человеку взять ипотечный кредит. А в Грузии взять его очень просто. Мы везде трубим, везде так, что ипотеку в Грузии можно взять только по одному документу. Это ваш заграничный паспорт, по которому вы приехали в Грузию. Вам ничего больше делать не нужно, только иметь с собой паспорт. Но если вы в Грузии приехали, значит, у вас есть паспорт, значит, вы можете получить ипотечный кредит. Поэтому все, кто смотрит это видео, все люди, которые приезжают в Грузию, у каждого из вас есть возможность получить ипотечный кредит в Грузии. Всего по одному документу. И это паспорт, заграничный паспорт Российской Федерации. Или другой какой-нибудь страны. Или любой абсолютно другой страны. Абсолютно верно. Если это не выдуманная страна. Жаль. Подводные камни какие есть? Например, вы нашли квартиру, но она, например, переоценена. И банк ее оценит, ну, условно, нашли квартиру за 100 тысяч долларов, а банк ее оценил там в 90. Вам дадут только 70% от оценочной стоимости. Имейте это в виду. Поэтому у нас бывают случаи такие, что квартира, которая стоит 100, ее оценивают в 110. Но бывает такое, что квартира, которая 100, ее оценивают в 90. Такое тоже бывает. Но что мы делаем? У нас всегда есть решение. Мы идем к другому оценщику, заказываем альтернативную оценку и получаем ту сумму, которая нам нужна. Так что мы и как эти подводные камни достать из воды и высушить, тоже умеем. Дальше. Условия от банка разные от банка к банку. Это правда. В Грузии выдают ипотеку Liberty, Bank of Georgia, TBC, Basis, Bank of Georgia. Боитесь покупать квартиру в Грузии? Нарваться на непонятный объект, скрытые комиссии или фейковые объявления? У нас есть простая и честная услуга. $1000 плюс 1%. И мы работаем только на вас. Мы не зависим от продавца, потому что клиент — это вы. Оставьте заявку, перейдя по этой ссылке, и мы вам перезвоним уже в ближайшее время. В Грузии выдают ипотеку Basis, Bank of Georgia, TBC, Liberty и Credo. 5 банков выдают кредиты ипотечные в Грузии. Соответственно, у каждого банка, от банка к банку, разные условия. Где-то нужен ВНЖ, где-то нужен доход в Грузии, где-то нужен первоначальный взнос повыше, где-то процентные ставки разные. Поэтому, если вы решили получить ипотечный кредит в Грузии, купить квартиру с помощью ипотечного кредита, то обязательно обращайтесь прямо сейчас по контактам, указанным под этим видео. Поехали! История клиента. Ну, смотрите, я расскажу историю клиентов компании GPI и разницу между тем, когда люди получают сами ипотечный кредит, сами ищут квартиру, и тем, что делаем мы. По опыту, опять же, если клиент решил сам нашел квартиру и решил получить ипотечный кредит, у него это займет от 7 до 14 дней примерно. Первое, нужно подать заявку в банк. После этого банк должен назначить оценщика, он должен приехать, вы должны его дождаться, все показать. Потом этот оценщик поедет, сделает отчет об оценке. Потом проверят вас, потом квартиру, потом всякие страховки туда-сюда, регистрации, продавцы, комиссии, открытие счета, ну и так далее, так далее. Это занимает довольно долгое время. Значит, в историях наших клиентов. Мы делаем ипотеку, у нас была скорость, самая быстрая у нас ипотека была меньше, чем за 2 суток. Что это значит? Мы на старте еще до вашего приезда сюда подбираем часть квартир, ну, потом выбираем там 3-5 квартир, которые вам нравятся. Мы сразу же заказываем на них оценку в банке, подаем заявку от вас, ваше присутствие здесь не нужно. Вы приезжаете сюда, у вас уже есть 5 оценок, вы сделали за один день, посмотрели 5 квартир, остановились на какой-то одной, подтвердили банку, что вот эту квартиру мы покупаем, утром следующего дня уже готов кредитный договор, договор страхования вашей жизни и имущества. Уже открыт счет в банке. Вы приезжаете в банк вместе с нашим специалистом, тут же подписываете кредитный договор,
Тут же в банке мы отдаем на регистрацию, это возможно в Грузии, и уже вечером второго дня вы счастливый обладатель квартиры, и у вас уже есть ипотечный кредит. Поэтому обязательно обращайтесь в компанию GPI за получением ипотечного кредита. Часто меня спрашивают, а можно ли как-то по-другому купить квартиру, кроме как без использования ипотечного кредита? Причем часто я слышу в последнее время такие заявки, я не знаю, откуда люди о них узнали, может быть, какие-то другие агентства об этом трещат, трубят, рассказывают. Учтите такие случаи. Здравствуйте, я хочу купить готовую квартиру, в ней жить и платить рассрочку застройщику. Рассказываю, такого в Грузии пока нет. В ближайшее время не планируется. Поэтому, если вы хотите купить квартиру, готовую с ремонтом, то только ипотечный кредит, либо за полную оплату. Если же у вас нет полной суммы и вы не хотите брать ипотечный кредит, тогда у вас есть альтернатива. Покупка новостройки через компанию GPI у застройщика. С каждым застройщиком, порядочным застройщиком, у нашей компании есть соглашение, по которому у нас есть все такие же цены, как у застройщика, и мы можем вам продать любую продающуюся квартиру в Грузии, в Тбилиси или Батуми. Все? Но мне все-таки стало интересно. Цены такие же. А почему тогда через GPI, а не напрямую? Потому что менеджер отдела продаж застройщика продаст вам только то, что нужно ему. Или только один дом. А мы знаем всех застройщиков, мы знаем все дома. У кого какие стройки, строят краны, не строят, замороженная стройка, не замороженная стройка, есть ли разрешение, нет разрешения, все ли в порядке, не все ли в порядке. Сейчас сегодня уже 2 переговоров было. Здравствуйте, я там купила пип у компании пип, помогите деньги вернуть. Так у вас только один шанс, 20% оставить застройщику, остальное поможем вернуть. Готовы? Да хоть что-нибудь вернуть, потому что там уже 3 года ничего не строится. Вывод. Ипотека – это очень мощный инструмент для изменения всей вашей жизни. Вот у вас не было квартиры за рубежом, вы можете купить квартиру за рубежом уже сегодня с помощью ипотечного кредита вместе с компанией GPI. С нами вы не просто берете кредит, мы делаем всю работу за вас, вы только пьете кофе и получаете удовольствие. От вас только 2 вещи. Первое – ваш паспорт, второе – первоначальный взнос. Мы гарантируем спокойную сделку, без всяких сюрпризов, с быстрым вашим переездом. Также поможем с трансфером вашего первоначального взноса из любой юрисдикции на ваш счет в Банке Грузии. Хотите узнать, подходит ли ипотека под вашу задачу? Позвоните в компанию GPI, мы подробно пообщаемся с вами, узнаем все детали и тонкости и обязательно ответим на ваш запрос. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, как всегда, до встречи в Грузии.